Рядом с парадным Петергофом вы найдете удивительный и безмятежный парк Александрию. Здесь царит настроение загородного отдыха и спокойствия. В самом сердце парка расположился элегантный загородный дворец-коттедж. Он сразу же трогает сердце своим очарованием. Сказочные изящные фасады поражают воображение. От дворца как будто исходит уют и тепло. Александра Федоровна не любила пышные дворцы. Ей был чужд помпезный дух Петродворца. Именно поэтому император решил создать для нее идиллическое место, в котором можно было отдыхать душой. Императрица очень увлекалась рыцарскими романами, что, несомненно, повлияло на облик коттеджа. Особняк стал интимным и очень личным пространством четы Романовых. Здесь они могли быть обычными людьми, простой семьей, далекой от всех тягот государственной власти. Для потомков Николая I дворец также оставался любимой загородной дачей, в которой можно спрятаться от суеты. После революции здесь организовали музей, в котором были экспозиции, посвященные западноевропейскому искусству XIX века. В годы войны большая часть коллекции была утеряна. В коттедже фашисты разместили медицинский пункт. Послевоенная реставрация проходила под руководством самой Ирины Бенуа и успешно завершилась в 1978 году. Сегодня его бы назвали добротным, хорошим коттеджем. При жизни владельцы называли его загородной дачей. Спустя 200 лет историческая пыль прикрыла истину. Теперь это не иначе, как дворец. Дворец начал строиться через год после восшествия на престол Николая I. Он является основным сооружением парка Александрия и находится примерно в 3 километрах от Большого дворца Петергоф. Место под строительство было выбрано разумно. С одной стороны, достаточно скромно, а с другой – с непосредственной близости от Петергофа и одновременно у большой воды Финского залива. Это была просто дача для летнего отдыха Николая и его семьи. С террасы открывается прекрасный вид на залив, а вдали в хорошую погоду четко вырисовывается силуэт Санкт-Петербурга. Дом окружен красивым и тенистым пейзажным парком. Предлагаю вам прогулку по залам дворца-коттедж, в котором проходила достаточно уединенная жизнь императорской семьи. Тут отсутствовал протокол, не было жесткого расписания. Штат обслуги, постоянно находившийся в доме, был сокращен до 2 человек, и даже кухня располагалась в отдельном строении. Стоит отметить, что и дом был очень функционален. Обогрев за счет голландских печей, наличие вентиляционной системы, горячая и холодная вода, подаваемая насосами на 2-й этаж. Фантастика для тех лет. Хотя чему удивляться, ведь именно при Николае I преобразился в том числе с технологической точки зрения и другой дворец – Гатчинский. Из маленького вестибюля прямо перед нами откроется необыкновенной красоты чугунная лестница, устремляющаяся ввысь к небу в прозрачном потолке. Люстра вдоль 3 этажей подчеркивает высоту. Чугунная лестница была изготовлена на Александровском чугунолитейном заводе в Санкт-Петербурге. Обратите внимание на изображение белых роз и василька. Лестница изготовлена без подпорок, благодаря чему создается впечатление невероятной легкости. Прогуливаясь по коттеджу, невольно понимаешь, почему императрица Александра Федоровна признавалась, что здесь счастлива как нигде. Готическое очарование и домашний уют создают удивительное настроение, полное вдохновения и покоя. Поверьте, посещение этого волшебного дворца запомнится вам надолго. Петерговские каникулы пришлись по вкусу императорской семье, и вокруг уже готовых дворцов начал разрастаться, как бы сейчас сказали, элитный коттеджный поселок.
Учебный класс сыновей или комната перед учебным балконом. По поручению Николая I план обучения был составлен Жуковским. Обучение детей императорской фамилии происходило на дому. Мебель, секретер, стол, стулья, диван – лаконично. Стиль – Николаевский ампир. Комната царевича Александра. Будущий император Александр II воспитывался в весьма скромной обстановке. Никакого декора в отделке стен, мебель, только самое необходимое. Туалетная комната. На столике в окружении принадлежностей для умывания стоит подлинное зеркало в раме из серебра. Кабинет Николая I в дворце коттедж – это самое большое помещение второго этажа. Он оформлен в строгом и деловом стиле. В центре кабинета стоит стол для совещаний, однако Николай I редко приглашал к себе чиновников, так как считал коттедж домом, в котором не было места для государственных дел. На столе его личные вещи, в центре карманные часы, рядом походная кружка, а также большая готовальня с чертежами и инструментами. Раньше в этой комнате находились классы княжон Марии и Ольги, а во второй половине XIX века комнату переоформили для Марии Федоровны, вдовы императора Александра III. Новому времени новая стилистика. Библиотека. Фортепиано в корпусе в виде лиры сразу отвлекает на себя все внимание посетителя, но не оно составляет главную ценность библиотеки. Главная ценность – это более 1000 хранящихся здесь томов. Однако, входя в комнату, книжные шкафы сразу не заметишь. Шкафы изготовлены в виде хоров в готических соборах и украшены резной балюстрадой. Кабинет Марии Федоровны в стиле модерн, стеновые панели из карельской березы. Мода на дорогие шелка прошла, поэтому верхняя часть стен затянута ситцем английского производства. Мебель изготовлена по проекту архитектора Мельцера. На симметричном письменном столе электрическая настольная лампа. Во второй половине XIX века во дворце появилось электричество. Спинки стульев украшены изящными резными цветочными мотивами. Единственная детская комната, которая сохранилась со времен Николая I, связана с именем его младшей дочери, великой княгини Александры Николаевны. Она скончалась в 19 лет. Девушка собиралась выйти замуж и уехать из России, но вскоре у нее обнаружили запущенную чехотку, и спасти ее не удалось. Комнату сохранили в неизменном виде после ее отъезда. Кабинет создавался для пребывания Александры Федоровны в одиночестве. Здесь хранились многие памятные для императрицы вещи, портрет ее дочери Ольги, работа старшей дочери Марии, вид на Александровский парк из окна арсенала, фарфоровая чашечка ее мамы, украшенная эмалевыми каплями. Королева Луиза пила из нее молоко за несколько месяцев до появления на свет своей дочери Шарлотты. Со временем для чашки создали бархатный футляр с надписью «Все, к чему прикасается добрый человек, свято». Соседняя гостиная была предназначена для всей семьи. Из окон самой большой комнаты дворца открывается вид на Финский залив. Николай Павлович мечтал быть похожим на своего предка Петра I, поэтому связь Петергофа с морем была ему очень близка. А вот Александра Федоровна впервые увидела Петергоф в юном возрасте и в своих дневниках вспоминала этот момент очень романтично. На нее Петергоф произвел такое впечатление, что традиционно первую половину лета императорская семья проводила время в любимом коттедже. Так дворец на английский манер называл Николай I. Именно в гостиной семья проводила свои летние вечера. В то время мебель стали расставлять не вдоль стен, а составлять небольшими группами. Александра Федоровна была рукодельницей и часто вечерами занималась шитьем и даже вязала одеяло. А ковер в гостиной создан руками смолянок. Рисунок на ковре является отражением лепнины на потолке.
Николай Павлович был большим ценителем живописи. В коттедже хранится более 10 работ известного русского мариниста Айвазовского. Несмотря на то, что дворец был летней резиденцией, в нем находились камины и печи. На камине в гостиной находятся вазы Александра I, которые были подарены ему Наполеоном Бонапартом в 1808 году в Тильзите. Большая приемная, но на самом деле комната небольшого размера. Название подчеркивает семейный характер атмосферы, царившей в коттедже. Большого количества людей здесь никогда не было. Каждая комната первого этажа имеет выход в сад. На втором дальнейшем получен выход на балкон. Александра Федоровна, первая из русских императриц, начинает собирать цветное стекло. Во дворце оно представлено разных окрасов. Главным украшением в 1842 году Штакеншнейдер расширит дворец. С востока пристроит столовую. Стол в ней будет накрыт более чем на 20 персон. Герб Александрии будет украшать стулья, а на столе стоит сервиз, украшенный гербом, который получил название собственного сервиза, сделанный на императорском фарфоровом заводе. Чтобы осмотреть последнее экспозиционное помещение коттеджа, поднимаемся на 3-й этаж. Морской кабинет Николая I. Комната напоминает военную палатку. Такая обстановка, довольно непритязательная, с мебельной точки зрения была в военных шатрах, которые разбивали при проведении военных маневров. Окна морского кабинета выходят на Финский залив, где проходили маневры кораблей. Комната фрейлины буквально до отказа заставлена гарнитуром розового дерева, стиль рококо. Спинки стульев и дивана, дверка тумбы украшены расписными фарфоровыми вставками в бронзовом обрамлении. Коттедж – уникальный памятник эпохи романтизма, сохранившийся до наших дней без перестроек и более поздних наслоений. Интерьеры дворца, наполненные подлинными вещами, воскрешают атмосферу семейного уюта и тепла.